Здравствуйте, добро пожаловать на канал Safe Life. Заводчик плохо обращался с собакой, поэтому ее забрали и определили в приют. Кассиопея была очень напугана, в приюте она сразу забилась в угол вольера, повернулась к стене и смотрела в одну точку. Любое движение рядом с собакой заставляло ее трястись от страха. Волонтеры прикладывали много усилий, чтобы изменить ситуацию, но Кассиопея продолжала бояться и совсем не шла на контакт. Помочь напуганной собачке смогло другое животное. Даже после почти 2 месяцев пребывания в приюте Кассиопея не смогла адаптироваться, она продолжала бояться, была нелюдима. Через время собака стала разрешать людям себя гладить, но в процессе было понятно, что это скорее вынужденное действие, а прикосновения пугают ее. Мередит Коул увидела Кассиопею в приюте и решила забрать домой. Проблемы с поведением собаки ее не пугали, она была убеждена, что жизнь дома, забота и питание все исправят. К сожалению, адаптация в новом доме проходила так же сложно, как и в приюте. Дома у Мередит жил пес по имени Карлита. Женщина опасалась, что напуганная Кассиопея не сможет найти общий язык со взрослым псом и несколько дней не знакомила животных. Когда хозяйка поняла, что бессильна против поведения новой питомицы, она решила отвезти ее в вольер Карлита и посмотреть, возможно, с другой собакой Кассиопея поладит лучше, чем с людьми. Пса новая знакомая сразу заинтересовала, но он не давил на нее, а просто сидел рядом. Кассиопея сама проявила инициативу, начала нюхать пса и знакомиться с ним. Вскоре она перестала дрожать, а через пару часов весело играла с Карлито. 2 недели общения с Карлито изменили Кассиопею. Собака перестала бояться людей, стала спокойной и игривой. Животные, как и люди, могут испытывать боль не только на физическом, но и на эмоциональном уровне. Порой для решения таких проблем требуется много времени. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.